Добрый день, друзья! Хочу показать вам орхидею «Парфюмерная фабрика». Это орхидея Сэншайн. И оставлю ссылку в правом верхнем углу экрана на первое видео, где я разделяла орхидею на две части. Это нижняя часть теперь, а это верхняя. Меня, конечно, поразил тот комментарий, наверное, от подписчиков или просто от гостей моего канала, когда мне написали, что мы эту орхидею никогда больше не увидим. Мы не только увидим эту орхидею, но очень скоро увидим и цветение этой орхидеи. Это верхняя часть орхидеи, которую я отрезала и посадила отдельно. А нижнюю часть орхидеи я оставила в горшке так, как она и была. У нее было несколько листьев. Я вот сейчас уже даже не помню, но 2 листа было точно. И сейчас брала орхидею на съемку, и отвалился последний лист. Старый. Старый, да, это материнского растения. И очень быстро орхидея дала 2 чудесных детки. И какие корни растут у этих деток? Вот это корни деток. Корни деток уходят в горшок. Ну, в общем, говорить о том, что орхидея или та, или другая погибнет, ну, было бы как бы преждевременно. Я надеюсь, что детки сейчас не зацветут, ну и просто не хватит питательных веществ, а верхняя часть, ну, не каскадом, но цвести будет чуть позже, чем все мои парфюмерные фабрики, находящиеся на подоконнике в кухне. А муж вам их очень часто показывает. Они ему очень нравятся, потому что они зацветают всегда перед Новым годом. И в телеграм-канале он уже показывал несколько раз. И вот сейчас, чтобы закончить тему о парфюмерных фабриках, мы покажем весь подоконник. Не все еще распустилось до самого конца, но парфюмерные фабрики, вот они такие, они всегда стоят на подоконнике в кухне, там прохладно, поэтому они всегда зацветают первые. Все остальные орхидеи цветут значительно позже, потому что здесь жарко. Вон термометр наверху, там 26 градусов. Для цветения это и для выпуска цветоносов это очень жарко. Ну, тем более, что и зима, я про снег вообще не говорю. Мы его еще не видели, хотя середина января. Ну, по крайней мере, съемка происходит в середине января. И у нас птички поют, весной пахнет. Ну, конечно, может быть, зима еще и вернется в феврале, но пока зимы нет. Но в любом случае, даже если у нас 15 градусов тепла на улице, на подоконнике северной стороне значительно прохладнее. Поэтому парфюмерные фабрики всегда зацветают первыми. Давайте пройдем на кухню и посмотрим, как они цветут. Как-то у меня получилось так, что 2 орхидеи Dusty Bell, у одной 2 цветоноса, у другой 1. И мне сначала казалось, что это цветоносы с точки роста, но все-таки точка роста осталась целой, и оказалось, что это цветовая почка. Орхидея Diffusion – это бабочка. Она все время цветет бабочкой, никогда меня не подводит, очень ароматная. Я ее пересадила недавно, даже с цветоносом, и она продолжила растить цветонос и прекрасно зацвела. Тут даже еще веточка у нее есть. Ну, в общем-то, прекрасная парфюмерочка. Это тоже орхидея Сэншайн, но у нее цветы более крупные, чем у той орхидеи, которую я вам сейчас показывала в другой комнате. И еще одна у меня была тоже Сэншайн, прекрасная была. Это была бабочка. И вот что от бабочки осталось? Только один лепесток.
Но может быть что-то случится очень замечательное и фантастическое, и она в следующем цветении опять будет бабочкой. Но вот это материнское растение, вот большие листья еще остались, а точка роста потеряна. А это цветет детка. Это цветонос детки. Вот материнское растение никогда не подводила. А детка, она другая. Вот не получается у нее быть бабочкой. Видимо, что-то нарушилось. Еще есть одна орхидея, тоже парфюмерка, но я ее недавно пересадила, поэтому цвести она сейчас не будет. Но думаю, что чуть позже, к весне, зацветет. И единственная орхидея, которая здесь находится, не парфюмерная фабрика, это Сога Релакс или Релакс с цветоносом. Но так как эта орхидея цветет 2 раза в год, цветонос появился немного позже. Но больше 3 цветочков на ней я никогда не видела. Но цветы очень красивые, темного фиолетового цвета и с плотными восковыми лепестками. И ароматная. Поэтому она и живет среди ароматных орхидей. Да, но у меня же 2 новых парфюмерных фабрики. И мне придется, наверное, Сога Релакс отсюда потеснить, когда пересажу те 2 фабрики, которые тоже вам покажу. Я их и купила уценками. И лечила от трипса. Все прошло замечательно, и они сейчас у меня активно растут. Обязательно их покажу и будем пересаживать. Но там другие. Одну не знаю, потому что почти без цветов была, а другое вы мне подсказали, и большое спасибо, мы нашли ей название. Это что-то из новых сортов. Вот так меня радуют парфюмерные фабрики своим цветением. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Семочка. А что не приходил? А почему ты не пришел? Симоня, что такое? Что за забастовка была сегодня? Ну вот так скажи. Могу я повыпендриваться? Могу, да, конечно. Да, да, моя телега скрипучая, да. Да, ух ты мой золотой. Ну все. Ай. Все пропустил.